Let's go! LeBron James. Настоящее имя Спида — Даррен Уоткинс. Родился Даррен 21 января 2005 года в Огайо. Свой канал Спид создал в 2016 году. Спид начал стримить в 2019 году. В начале своей стримерской карьеры Даррен стримил только NBA. Первое видео было также по NBA. Свою первую прямую трансляцию, которая была посвящена Fortnite, он провел 28 декабря 2018 года, но в среднем на ней было 2 зрителя. С начала 2020 года он начал загружать и вести прямые трансляции о видеоиграх, включая NBA 2K и Fortnite. Он медленно рос ежедневно до такой степени, что в июне 2020 года у него в среднем было около 10 зрителей на его прямых трансляциях. В начале 2021 года Спид начал набирать около 1000 подписчиков в неделю и 350 зрителей на своих прямых трансляциях. Показатели постоянно увеличивались, пока не превысили 100 000 подписчиков в апреле 2021 года. Спид стал широко известен в 2021 году после того, как его фанаты начали публиковать в TikTok ролики с его бомбежкой на видеоигры. Новостной сайт о компьютерных играх Kotaku назвал Спида одним из самых крупных и быстро растущих стримеров в мире. 1 миллион подписчиков Спид набрал 30 июня 2021 года. 10 миллионов стукнуло на канале 23 июля 2022 года. Игра, которая в значительной степени способствовала росту популярности Спида, это «Говорящий Бен». Благодаря стримам Спида с Беном игра стала самой продаваемой игрой в App Store спустя почти более 10 лет после первоначального релиза. Спид чуть не жег свою спальню после того, как он запустил фейерверк в виде Пикачу в честь Дня независимости США. В августе 2022 года Спид подвергся сватингу во время прямой трансляции на YouTube. На него надели наручники, а его оператора заставили прекратить трансляцию. Он утверждал, что его посадили в тюрьму и что Эдину Россу пришлось нести за него залог. Также в августе 2022 года он попытался жульничать на курсе «Соединенные Штаты и мировая экономика», который он проходил в школе цифрового обучения штата Огайо, попросив своих зрителей дать ответы на вопросы теста. Вместо этого зрители воспользовались возможностью подшутить над ним и намеренно дали ему неправильные ответы, в результате чего он получил 0 из 10 возможных баллов за тест. You motherfucking mama! You niggas in the chat is so stupid! Y'all is so dumb! В сентябре 2022 года Спид сыграл в благотворительном футбольном матче Sidemen. В этом матче Спид забил гол, но его отменили из-за офсайда. Из-за этого он побил судью своей футболкой. В ноябре 2022 года американский рэпер и певец Lil Nas X провел совместную трансляцию с Дарреном. В декабре 2022 года Спид выиграл премию Streamy Award в категории «Прорывной стример» во время 12-й церемонии Streamy Awards. Его ник переводится на русский как «Я показываю скорость». В августе 2021 года Спид выпустил свой первый сингл. В ноябре 2021 года Спид выпустил свой самый популярный трек на данный момент под названием Shake, который набрал более 170 миллионов просмотров на YouTube. В ноябре 2022 года он выпустил сингл под названием World Cup на лейбле Warner Records. В декабре 2021 года Спид принял участие в шоу «Изерный дейтинг» на Twitch, который вел Эдин Росс. Во время стрима Спид спросил у Эш Кэш, инстаграм-модели, стала бы она размножаться с ним, если бы наступил конец света и они были бы единственными 2 людьми на Земле. Когда Кэш ответила отрицательно, он агрессивно спросил ее, что было истолковано как угроза изнасилования. Росс отключил его от разговора в Дискорде. Однако позже он вернулся и начал сексуально домогаться до Кэш и неоднократно обзывать ее. Даррена снова выгнали, а Росс извинился перед Кэш за его поведение. Позже аккаунт Спида на Twitch был заблокирован. Как позже сообщил Даррен в Твиттере, он был заблокирован за сексуальное принуждение или запугивание. В апреле 2022 года всплыло старое видео, в котором Спид играет в Valorant в прямом эфире. В ролике он говорит девушке: «Это привело к тому, что один
один из продюсеров игры, Сара Дадавшар, перманентно заблокировал Даррену аккаунт Valorant и во всех других проектах от Riot Games. Даррен вскоре извинился за свое поведение, заявив, что оно было неправильным и что в тот день он получал российские комментарии от других пользователей. Например, от двух игроков, которые сказали ему, что только белые персонажи могут лечить. В ноябре 2022 года зрители обвинили Спида в продвижении предполагаемой криптовалютной аферы во время рекламного стрима, на котором он был одет в мерч криптовалютной видеоигры с открытым миром. 4 марта 2022 года Спиду задонатил Брэдли и спросил, какую футбольную команду он поддерживает. Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. С этого момента началась настоящая любовь Спида к Роналду. Спид был на игре Португалии с Марокко, где португальцы проиграли 1-0 и вылетели с чемпионата мира. Спид не смог сдержать слез после вылета Роналду. Спид сделал татуировку с Роналду. На стриме Спид спросил у Рафаэля Леао, это нападающий сборной Португалии и Милана, знает ли Роналду его. Раф ответил, что знает. Does Ronaldo know me? Yeah. You know, like sometimes in the training, I come to him and I say, Sui, and he said the same thing. Yes! Oh yes, baby! Sweet baby, let's go! После матча Португалии с Боснией и Герцеговиной в Лиге Наций Спид встретился с братом и сестрой Роналду, а после встретился с Леао. Леао помог остановить машину с... Спид сделал фотографии с Роналду. И не только фотографии. Его пост в инстаграме с Роналду уже перевалил за 10 миллионов лайков. У Спида, кстати, есть трек про Роналду. Самой популярной трансляцией на канале Спида является трансляция с финала чемпионата мира. На ней собралось более 13 миллионов просмотров и более 400 тысяч лайков. При достижении нового миллиона на канале Спид делает стрим, где ждет заветную цифру. Каждый такой стрим заканчивается невероятной концовкой. Также на стриме Спид получил диплом об окончании школы и сделал сальтуху. Кстати, у Спида есть фит с Кай Синатом. На стримах Спид выполняет челленджи со всего интернета. Например, Kylie Jenner Lip Challenge, где он продержал губы в стакане примерно 15 минут. Пытался сделать себе пирсинг в носу, Cinnamon Challenge, где он съедает ложку корицы, One Chip Challenge, где он наносит предположительно незаконный острый соус на острые чипсы и ест их, Ice Bucket Challenge, где один из его друзей обливает его холодной водой, вызов бананов и спрайта, в котором он съедает несколько бананов и выпивает большую бутылку спрайта, из-за чего он блюет, вызов вакуумного мешка для мусора, в котором он сам высасывает воздух из мешка для мусора, The Big Straw Challenge, где он использует рулон туалетной бумаги в качестве соломинки, чтобы быстро выпить стакан молока, испытание Death Nut Challenge, где он ест самый острый орех в мире. Вызов Coke and Mentos, где он выливает 4 бутылки 2-литровой кока-колы и 3 упаковки ментоса в унитаз. Salt and Ice Challenge, где он высыпает соль на лицо возле носа и щек, и туда же кладет кубик льда, примерно на 10 минут. Гондон Challenge, где его братья и сестры бросают ему на голову презерватив, наполненный водой. Если Даррену не удается безопасно выполнить свои задачи, он позвонит в местное отделение полиции за помощью только для того, чтобы патрулить диспетчера, кашляя, постоянно задыхаясь и тяжело дыша, или заявляя, что он умирает. У Даррена есть младшая сестра и брат. Как-то раз Спид спросил своего брата, кто лучше, Месси или Роналду. Hey, yo, Messi better, bro! Fuck you! Bro, no! Yeah! 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 Yeah!
Hey, chill. Ранее он встречался с Эрмани Ренни, также известный как Дрим, не путать с ютубером по Майнкрафту. Также возможно, что у Даррена были отношения со звездой ТикТока и певицей Авой Барби, которая является трансгендером. Даррен бывший игрок футбольной и баскетбольной команды средней школы Персел Мэриан. Несмотря на то, что его забанили на Твиче, Даррен все равно указывает ссылку на свой Твич в описаниях под стримами и видеороликами. Спид большой поклонник аниме One Piece, это фирменный танец Спида. Пит общался с Дрейком по фейстайму, но Дрейк повесил трубку после того, как Спид сказал, что у него сексуальный голос. Bro, your voice is so sexy. Like, why, like, bro, how is it so smooth like that? Like, how your voice so smooth like that, bro? How you? Man, fuck! I swear to fuck! I got every fucking damn time, man. Спид утверждал, что он побрился на лысо, но после того, как он поймал в паке Роналду, у него от радости появились волосы. Спид снялся в ролике у Биста. Спид купил шляпу в Roblox за 10 миллионов рублей. Заработок Спида по данным Social Blade составляет более 100 тысяч долларов в месяц. У Спида есть свой магазин с мерчом. Он задонатил 50 тысяч долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясений. Спид в зоопарке встретился со своими братьями и нашел своего сына. Спид и Кай Сенат анонсировали свое шоу. Спида чуть не придавила штанга. Спид должен установить мировой рекорд по количеству раз, когда он чуть не умер. У Спида IQ равно 105. Аудитория всех соцсетей Спида составляет 38 миллионов 330 тысяч подписчиков. На канале Спида почти 1,5 миллиарда просмотров. У отца Спида есть свой канал на ютубе. Это маленький Спид. Спид знает русский. Это Speed. Дима медик. Mama Jima nigga. Мама Дима медик. Mama Jiga nigga. Спид ходил на свидание в прямом эфире. Закончилось оно необычно. Спид рассказал, как пахнет Роналду. Minty, toothpastey, dad smelling breath. That's exactly what it smells like. Ну, как бы, рост Спида 175 сантиметров, вес 61 килограмм. Дома у Даррена много мягких игрушек. Состояние Спида оценивается примерно в 2,5 миллиона долларов. Если бы не YouTube, Спид пошел бы в колледж или попытался стать спортсменом. Знак зодиака Спида — это Водолей. Подпишись, если рад, что Спид встретился с Роналду. Speed, this is for you, my friend. I escape your world!